Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем обсуждать лунное затмение, которое состоится у нас 28 августа 2026 года. По варшавскому времени у меня стоит 6:12, это 6:12 утра, максимальная фаза затмения. Вы смотрите, ориентируйтесь на свой часовой пояс. Лунное затмение состоится в 10 градусах знака зодиака Водолей, Накшатра, либо созвездие, в котором состоится лунное затмение, это Сатабхиша. Это у нас последнее затмение на оси Лев-Водолей на ближайшее время, потому что Раху и Кету в ноябре 2026 года перемещаются у нас на ось Рак-Козерог. Лунные узлы Раху и Кету у нас 1,5 года находятся в одном знаке, и пока они не пройдут свой цикл и не вернутся на эту ось, в ближайшее время у нас таких затмений не будет. И поскольку это уже последнее затмение, это, можно сказать, у нас какая-то завершающая стадия тех задач и тех дел, которые были в нашей жизни последние 1,5 года на оси Лев-Водолей. У каждого это свой собственный дом гороскопа, те планеты, которые задевались затмением. Поэтому, возможно, в какой-то мере можно сказать, что в ближайшие полгода в каких-то делах будет поставлена точка. Символика Накшатры Сатабхиша — это замкнутый круг. Помимо этого, Накшатру Сатабхиша еще принято называть как Накшатра 100 врачей. Замкнутый круг может означать, что мы одно и то же дело делаем по кругу, то есть ходим по кругу в каком-то деле, которое мы не можем никак завершить. И, возможно, действительно это затмение позволит нам выйти из этого круга и закрыть какой-то вопрос. Также смысл Накшатры 100 врачей очень часто означает, что пока ты не пройдешь 100 врачей, болезнь невозможно будет до конца искоренить. Но поскольку у всех своя жизнь разная, жизнь разнообразная, то можно сказать, что эта символика здесь может проиграться совершенно по-другому. То есть это не обязательно вопросы здоровья, это могут быть такие вопросы, что для решения какого-то дела, которое у нас будет начато либо продолжено на это затмение, нам потребуется 100 специалистов. Но есть одна очень важная особенность еще у Накшатры Сатабхиша. Я очень много наблюдаю за врачами с выделенной Накшатрой Сатабхиша, а врачей у нас Накшатры Сатабхиша очень много. И, как правило, люди становятся врачами, целителями, помощниками в какой-то сфере жизни, в которой у них у самих есть трудности. То есть можно настолько разобраться в каком-то вопросе, что потом на основании этого выйти на самостоятельную профессию, либо выйти на то, чтобы помогать другим. То есть смысл основной этой накшатры в том числе заключается в помощи другим, в служении. Водолей — это, в принципе, знак служения. Сатабхиша связана с избавлением от каких-то пороков, с очищением нашего сознания, с тем, чтобы навести порядок, в том числе в какой-то области своей жизни. Также в объединении людей в какие-то круги, коллективы, в какие-то круги по интересам именно, то есть создать какое-то сообщество, войти в какое-то сообщество, но, как правило, это закрытое сообщество, и, возможно, по тому дому гороскопа, где у вас будет происходить затмение, вы можете войти тоже в какое-то сообщество. Допустим, если 4-й дом гороскопа, то сообщество, связанное со строительством жилого дома. Если в 5-м доме гороскопа, то коллектив, какой-то родительский комитет. Если связанное с 3-м домом гороскопа, то вообще может быть какое-то сообщество единомышленников, закрытая какая-то группа в социальной сети. То есть Накшатра Сатабхиша, она может давать вхождение в какой-то закрытый круг, либо вы самостоятельно можете создать какой-то закрытый коллектив, где люди будут объединены одной общей целью. По этой Накшатре есть еще такие особенности, как то, что вы можете узнать какую-то тайну по тому дому гороскопа, где у вас будет происходить затмение, но также по Накшатре Сатабхиша могут быть такие истории, что люди, которые
выступали против вас, которые затевали что-то против вас, они могут поменять свое мнение относительно вас, открыться вам и стать вашими единомышленниками и, условно говоря, сообщниками. Для того, чтобы разобраться, на кого затмение повлияет сильно, на кого затмение повлияет в меньшей степени и какие дополнительные точки будут затронуты, давайте проговорим это так же, как я проговариваю в каждом видео про затмение, потому что каждое затмение, в принципе, мы с вами на этом канале обсуждаем. Как вообще разобраться, повлияет на вас затмение, не повлияет, повлияет сильно? То есть затмение, конечно, все равно так или иначе, каким-то образом, немножко даже может повлиять, но как разобраться, насколько сильно на вас будет влияние этого затмения. Заходим на сайт vedichora.ru, ну, либо на любой другой сайт, где вы знаете, что вы можете рассчитать гороскоп в ведическом стиле. Рассчитываем свой гороскоп и получаем вот такую картинку. Где-то написано карта Раси, где-то написано карта D1. Это ваш основной гороскоп. Что мы делаем далее? Далее мы должны посмотреть, в каком градусе у нас находится асцендент. И если у вас асцендент находится в градусах от 7 градусов до 13 градусов, то наверняка затмение на вас повлияет в достаточной мере по тому дому гороскопа, в котором оно будет происходить. Если вы Водолей либо Лев, значит затмение будет достаточно сильно затрагивать темы вашей личности, здоровья, отношений с другими людьми. Если вы не Лев и не Водолей, но асцендент у вас от 7 до 13 градусов, то это значит, что затмение будет происходить у вас близко к асценденту, к куспиду какого-то дома гороскопа. И этот дом гороскопа, значит, будет очень ярко выделен затмением, и по нему будут происходить важные, значимые перемены. Для каждого знака зодиака дом гороскопа я буду обязательно рассказывать. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из этого видео, я вам рекомендую смотреть это видео для вашего восходящего знака, если вы знаете точное время своего рождения, и для знака зодиака Луны. Если вы не знаете точное время своего рождения, то для знака зодиака Луны вы тоже можете, даже должны смотреть это видео, и по знаку зодиака Луны транзиты, затмения тоже прекрасно работают. После того, как вы посмотрели, в каком градусе у вас находится асцендент, посмотрите, найдите в своем гороскопе цифру 5 и цифру 11. Это знак зодиака Лев и знак зодиака Водолей. Посмотрите, если в треугольниках, в квадратах с этими цифрами планеты попали ли в эти дома гороскопа, в вашем случае планет. И если планеты в знаках зодиака Лев и Водолей в вашем гороскопе есть, дальше мы смотрим на эту таблицу, с планетами и их градусами. Ищем планеты, которые занимают от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев, знака зодиака Водолей. То есть здесь даже написано, какой знак зодиака, вот какой знак зодиака планета занимает в этом гороскопе. Солнце во Льве у нас находится, Луна в Водолее, и мы должны для Льва и Водолея посмотреть градусы этих планет. Поскольку это карта затмения, то, конечно, тут есть планеты, которые попадают точно на градус затмения. В вашем гороскопе те планеты, которые попали в знак зодиака Лев и в знак зодиака Водолей от 7 до 13 градусов, если эти планеты есть от 7 до 13 градусов, то в таком случае вы почувствуете важные перемены, важные события, связанные с этими планетами. И сейчас мы с вами будем говорить, я буду проговаривать каждую планету. Если в вашем гороскопе Солнце находится от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев либо Водолей, это означает, что в ближайшие полгода, в день затмения, в полгода после затмения, вы можете проживать события, связанные с вашей яркостью, заметностью, узнаваемостью, с вашими талантами, реализацией талантов, с тем, чтобы где-то выступить, засветиться. Если вы предприниматель, то это могут быть вопросы личного бренда, это могут быть вопросы авторского права. Также Солнце — это показатель отца,
показатель власти в нашем гороскопе, поэтому могут решаться какие-то бюрократические вопросы, могут происходить перемены в отношениях с отцом, могут происходить перемены в отношениях с руководителем. Допустим, может меняться руководитель, либо у вас могут произойти какие-то важные разговоры. Солнце — это естественная атма карака, планета души в гороскопе каждого человека, поэтому если затмение у вас попадает на Солнце, это может также означать перемены в уровне вашей жизненной энергии, в здоровье, возможно, необходимость поднимать уровень энергии, необходимость каким-то образом восстанавливать силы или что-то в этом роде. Если в вашем гороскопе Луна находится от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев, либо знака зодиака Водолей, это значит, что на вас затмение тоже повлияет достаточно сильно, и вы можете проживать следующие события. Во-первых, Луна — это эмоции, эмоциональность, ощущение внутреннего счастья. Поэтому это затмение может в первую очередь для вас принести события, связанные с эмоциональностью, с необходимостью работать с эмоциями. Возможно, перемены в вашем психологическом самочувствии, то есть какие-то события, которые могут влиять на ваше психологическое самочувствие. Луна — это ощущение безопасности либо заботы, то есть вы можете быть обеспокоены тем, чтобы создать какое-то ощущение безопасности в своей жизни, восстановить какую-то базу. Также могут быть перемены в питании, могут быть перемены во сне, в том, как вы спите, сколько вы спите, в комфорте и уюте вашем жизненном. Луна отвечает еще и за маму в гороскопе, поэтому затмение на Луне может означать, что в вашей жизни произойдут перемены, связанные с мамой. Это могут быть события у мамы, это могут быть события в вашем общении с мамой. Если вы давно не виделись с мамой, то, возможно, вам удастся увидеться с мамой, либо о чем-то договориться, какие-то совместные дела. Если в вашем гороскопе Марс находится от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев, либо знака зодиака Водолей, это значит, что вы тоже можете прочувствовать сильные результаты по затмению, и они будут в первую очередь связаны с темами, такими как недвижимость, решение вопросов, связанных с недвижимостью, с землей, то есть покупка, продажа квартиры, земли, оформление. Точно так же это безопасность, защита. Марс — это, кроме прочего, планета, отвечающая за конфликты, за агрессию, за колюще-режущие предметы. Поэтому кто-то может, например, и через операцию пройти, через какое-то хирургическое вмешательство, через какое-то лечение, связанное с огнем, паром, оружием. Помимо этого, Марс — это планета конфликтов, поэтому вам рекомендуется избегать различных противостояний, вступления в открытый конфликт. Вам рекомендуется избегать пробовать какие-то экстремальные виды спорта, заниматься какими-то травмоопасными видами деятельности. И затмение на Марсе может еще означать, что вы можете начать заниматься спортом, у вас может повышаться физическая активность. Марс — это еще показатель братьев и сестер, друзей, поэтому могут быть еще перемены в отношениях с друзьями, братьями и сестрами. Если в вашем гороскопе Меркурий находится от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев либо Водолей, то это в первую очередь означает, что вы можете заниматься вопросами документов. Много вопросов, связанных с документами, с короткими поездками, с общением, с коммуникациями, то есть может меняться ваш круг общения. Меркурий — это планета предпринимателей, поэтому предпринимательские какие-то инициативы, предпринимательские навыки. Кроме этого, Меркурий — это еще и мошенник, поэтому если у вас затмение на Меркурии, вам в первую очередь рекомендуется очень внимательно относиться к вопросам документов, сделок, соглашений, договоров, к тому, какую информацию вы получаете, к тому, какую информацию вы передаете, не заниматься сплетнями, не вступать в какие-то сомнительные сговоры, сделки и так далее. Меркурий у нас отвечает за кожу, дыхание, поэтому избегайте аллергенов и старайтесь к ментальной чистоте, так как Меркурий
все-таки у нас еще отвечает за нервы. И ментальная гигиена очень важна, когда затмение происходит на Меркурии. Если в вашем гороскопе Юпитер попадает от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев и знака зодиака Водолей, это может означать, что в ближайшие полгода могут решаться какие-то вопросы, связанные с учебой. По Меркурию, кстати, тоже с учебой, связанные с учебой, связанные с поступлением, с написанием дипломной работы. Также Юпитер — это деньги, перемены по финансам важные, значимые могут быть, но поэтому как в плюс, так и в минус всегда тут невозможно предсказать. И с этой точки зрения нужно внимательнее относиться к вопросам, связанным с финансовыми вложениями, с вопросами, которые вам обещают быстрое обогащение. Также Юпитер — это планета детей, вопросы детей, деторождения, вопросы запуска собственных проектов. Юпитер — это планета, отвечающая за духовные знания, за учителей в нашей жизни. Поэтому Юпитер может дать в вашу жизнь какого-то учителя, какого-то наставника, какого-то покровителя, который будет вам помогать. Если в вашем гороскопе Венера попадает от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев, либо знака зодиака Водолей, это означает, что в ближайшие полгода могут происходить точно так же перемены, связанные с деньгами. Соответственно, это могут быть и перемены в профессии, но Венера у нас еще отвечает за красоту, за то, что мы любим, поэтому может быть переоценка каких-то ценностей, переоценка того, что нам важно и то, что мы любим. Венера — это планета партнерства, она может означать, что в нашей жизни могут происходить перемены в отношениях с другими людьми, в том числе в личной жизни, появление кого-то в нашей жизни. Также Венера — это планета комфорта, поэтому перемены в уровне комфорта, возможно, у кого-то ремонт. И Венера отвечает за транспорт, поэтому покупка, продажа транспорта, кто-то, может быть, и в подарок получит, тоже когда затмение на Венере. Изменения в красоте, в имидже, в стиле, в гардеробе, желание преображения, тоже когда у нас затмение на Венере. Если затмение на Сатурне, то есть Сатурн в вашем гороскопе находится от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев, либо Водолей, это означает период серьезной ответственности. Сатурн — это планета, которая у нас отвечает в том числе за болезни и за старость, поэтому возможно такое развитие событий, когда вам необходимо заняться вопросами, связанными со здоровьем, с лечением, с тем, чтобы навести порядок в какой-то сфере своей жизни, с тем, чтобы разобраться с бюрократическими вопросами. Сатурн воздает по заслугам, как правило, и требует, чтобы все было правильно, по порядку и по закону. Поэтому если в вашей жизни что-то на сегодняшний день незаконно, если в вашей жизни что-то на сегодняшний день требует официальной регистрации, получения официального статуса, узаконивания чего-то, то в ближайшие полгода могут происходить такие события, которые будут требовать наконец-то привести какие-то дела в порядок. Также, если вы где-то обманывали, если вы где-то были нечестны, если вы где-то не соблюдали дисциплину, то это тоже может выйти наружу, и тоже вы можете получить события, связанные с необходимостью быть честными, быть ответственными, терпеть даже где-то, сжав зубы, соблюдать дисциплину, наводить порядок. Если затмение у вас на Раху и Кету, то есть Раху и Кету находятся от 7 до 13 градусов знака зодиака Лев и Водолей, это означает, что в принципе для вас это время такое очень важное, и происходить будут в первую очередь судьбоносные события, связанные с тем домом гороскопа, где у вас находится Раху и Кету. Следующий шаг. Что мы делаем? Дальше мы с вами смотрим ту планету, которая у нас попала на затмение, и смотрим, какие напротив этой планеты у нас стоят буквы. То есть, если у вас Солнце попало на затмение, нужно посмотреть, какие буквы у нас стоят возле Солнца. Если у нас Марс попал на затмение, значит, какие буквы у нас стоят возле Марса. Потому что эти планеты являются одновременно еще и дополнительными подвижными кариками, то есть показателем людей, событий в нашей жизни. И это дополнительное значение тоже даст дополнительные события. Если
На затмение у вас попала Гнати Карака, то есть та планета, которая попала на затмение, становится у вас Гнати Карака. Это ГК написано. Гнати Карака — это показатель врагов, долгов, болезней, но не стоит пугаться. Такое название, да, враги, долги, болезни, то есть это необходимость преодолевать какие-то препятствия, связанные с долговыми обязательствами. То есть затмение на Гнати Караке может давать такие события, как кредиты, ипотеки, расчеты по долгам, закрытие долгов, избавление от вредных привычек, работа над собой. В некоторых случаях это могут быть суды, это могут быть какие-то разборки, конечно, тоже, это могут быть какие-то болезни, это могут быть какие-то недоброжелатели. То есть Гнати Карака может давать события, связанные с борьбой, со спортом, со служением, в том числе, когда вам нужно кому-то помогать в чем-то и так далее. Если на затмение у вас попала Дара Карака, это буквы ДК, Дара Карак — это показатель партнера, партнерства. Это означает, что в ближайшие полгода у вас могут происходить события, связанные с партнерством, то есть брак, личная жизнь, партнеры по бизнесу, по команде, то есть, допустим, коллеги по работе, партнеры, клиенты и любые виды партнерства, когда затмение происходит на Дара Караке. Если на затмение у вас попала Матри Карака, МК — это показатель матери, транспорта, недвижимости, места жительства, поэтому затмение на Матри Караке может означать переезд. Затмение на Матри Караке может означать покупку, продажу недвижимости, транспорта. Затмение на Матри Караке может означать перемены в отношениях с мамой, либо события, связанные с мамой. Если на затмение у вас попала Путра Карака, ПК — это показатель детей, учебы, проектов, поэтому в ближайшие полгода у кого-то может произойти зачатие, рождение ребенка, появление питомца домашнего, начало обучения, возможно, написание какой-то работы, запуск какого-то проекта, запуск собственного какого-то дела и так далее. Если на затмение попала Бхатри Карака, БК, Бхатри Карака — это показатель друзей, братьев, сестер, руководства власти отца, документов, но и борьбы. И затмение на Бхатри Караке может давать такие события в жизнь, как появление братьев и сестер, появление новых друзей, перемены в отношениях с отцом, с руководителем, перемены в отношениях с органами власти, бюрократия. Когда затмение происходит на Бхатри Караке, нежелательно нарушать закон, то есть у вас все должно быть четко, по делу, все должно быть правильно, грамотно и аккуратно оформлено и зарегистрировано. Затмение на Бхатри Караке может давать период бюрократических очень много моментов, когда вам нужно заниматься бумажными вопросами, все оформлять, договариваться, куда-то ездить и так далее. Но также Бхатри Карака — это борьба. Борьба, она может выражаться в том, что вы куда-то баллотируетесь, вы боретесь за какое-то место под солнцем, вы ездите на соревнования, вы где-то выступаете, вы где-то заявляете о себе. То есть на самом деле, когда затмение происходит на Бхатри Караке, это может быть период такой серьезной работы и над собой, и над своими привычками, и над своим местом в обществе. И обычно это очень активные, насыщенные периоды. Если на затмение попадает Атма Карака, то есть буквы АК, Атма Карака — это показатель здоровья, личности нашей, имиджа, статуса и репутации. Поэтому, конечно, затмение на Атмакараке может приносить в нашу жизнь перемены по здоровью. Затмение на Атмакараке может приносить перемены по статусу. Статус у нас бывает разным. Вышли замуж, развелись, родили ребенка, устроились на новую работу, поменяли работу, получили паспорт. Это все у нас статусы. Внешность, имидж может меняться подход к здоровью и так далее. Если затмение у вас на Аматья Караке, это АМК, это означает, Аматья Карак — это вообще показатель денег и профессии. Затмение на Аматья Караке может означать перемены в работе, в должности. Затмение на Аматья Караке может означать получение либо смену какого-то статуса, но также и серьезные перемены по финансам. Например, получение какой-то выплаты, например, получение какого-то гранта, изменение
изменения в уровне оплаты труда, регистрация бизнеса, закрытие бизнеса, то есть любые перемены, связанные с работой и со статусом, могут происходить, когда затмение на Амате Караке. Ну и на этом, в общем-то, все. То есть мы для того, чтобы понимать, насколько в нашей жизни затмение на нас повлияет, мы должны посмотреть вот эти вот планеты и буквы и учесть еще, где у нас, в каком доме гороскопа будет происходить затмение. Сейчас мы будем с вами говорить про каждый знак зодиака, и каждый знак зодиака вы смотрите по восходящему знаку, если вы знаете точное время своего рождения, и по знаку зодиака Луны. Овны. В вашем случае затмение происходит в 11 доме гороскопа и очень сильно совпадает с символикой затмения, потому что символика затмения — это, в принципе, 100 врачей, замкнутый круг, то есть это какое-то закрытое сообщество, и 11 дом гороскопа — это дом сообществ, наград, достижений, круга общения. Но также 11 дом гороскопа — это дом гороскопа, который отвечает за наши цели, планы, мечты, желания. И затмение в 11 доме гороскопа может приводить к исполнению каких-то желаний, либо к тому, что у нас появляется какая-то глобальная цель, которую мы закрываем. По символике этого круга мы можем не самым непосредственным образом войти в какое-то сообщество закрытое, либо создать какое-то сообщество. Также для вас будут актуальны вопросы, связанные со счетами, с накоплениями, с депозитами, с инвестициями, с тем, чтобы вкладывать деньги, собирать деньги, с тем, чтобы достигать какую-то цель и, возможно, еще открытие, закрытие, переоформление счетов. 11 дом гороскопа отвечает за уровень оплаты труда, поэтому в вашем случае может непосредственно меняться уровень оплаты труда, вам могут назначать какие-то выплаты, либо будут происходить события, связанные с тем, что эти выплаты нужно будет, допустим, добиваться, писать заявления, подаваться куда-то на гранты, на конкурсы в том числе, потому что это еще и достижение. То есть вы можете и податься на какой-то конкурс, вы можете участвовать в каком-то конкурсе, вы можете быть на что-то номинированы тоже. Также 11 дом гороскопа у нас связан с бизнесом, поэтому кто-то из овнов может почувствовать в себе желание открыть какой-то бизнес, предпринимательство, либо могут происходить такие перемены, как переоформление, перерегистрация бизнеса. В некоторых случаях может быть закрытие бизнеса. И затмение может привносить что-то иностранное. То есть, допустим, у вас есть бизнес, и вы хотите там какие-то иностранные инвестиции в этот бизнес привлечь. 11 дом гороскопа — это еще друзья, братья и сестры. Поэтому затмение в 11 доме гороскопа может приносить перемены в отношения с братьями и сестрами, в отношения с друзьями. Но Раху в 11 доме гороскопа — это расширение, получается, круга друзей, расширение круга общения, и в том числе могут появиться какие-то иностранные контакты, в том числе может появиться какой-то друг, допустим, из-за границы, с которым вы общаетесь дистанционно, либо не дистанционно, но какой-то друг-иностранец. Также 11 дом гороскопа связан с различными наблюдательными советами, сообществами более высокого порядка и с покровителями. Поэтому затмение в 11 доме гороскопа может дать возможность вам не только войти в какой-то круг общения, в закрытое какое-то сообщество, но пойти более высоко. То есть вы можете войти в какой-то наблюдательный совет, в жюри, в судейский какой-то комитет. Вы можете получить какую-то протекцию, вы можете встретить какого-то покровителя, либо обращаться к человеку, который может быть вам покровителем и способствовать решению каких-то вопросов. То есть связываться с людьми, которые дают возможность вам продвинуться куда-то. Тельцы. У вас затмение будет происходить в 10 доме гороскопа, который отвечает за карьеру, статус и репутацию, за работу, за наше общественное лицо, скажем так.
И поскольку сатапхиша имеет отношение к тому, чтобы разобраться и стать специалистом в какой-то узкой области, в которой у самих что-то у вас не получалось, то здесь можно сказать, что вполне вероятно, что вы по этому затмению можете стать таким специалистом. То есть для начала разобраться в какой-то своей проблеме, в каком-то вопросе, который вам самим создает трудности, препятствия, в котором вы сами не очень хорошо на сегодняшний день разбираетесь, но никто не может ваш вопрос решить. И поскольку никто не может ваш вопрос решить, вы берете все в свои руки и сами решаете этот вопрос и становитесь специалистом в узкой какой-то области, к которому все обращаются. Также затмение в 10 доме гороскопа может кардинально менять наш статус. Конечно же, затмение в 10 доме может менять и работу, устройство на работу, переход на новую должность, увольнение с работы. Но 10 дом — это еще и дом статуса, поэтому вышли замуж, получили предложение, развелись, родили ребенка, получили паспорт, получили вид на жительство, вышли на пенсию, стали студентом, стали еще кем-то, да, то есть это какое-то общественное наше, когда мы меняем свою общественную роль, и затмение в 10 доме гороскопа может эту нам общественную роль менять либо давать. Может быть изменение в уровне должности, которую вы занимаете. Если вы не работаете, то вполне вероятно, что у вас появится желание найти работу, пойти на какую-то работу. Даже если вы не планируете, вам могут предлагать какую-то работу. Вам могут предлагать работу, например, на общественных началах, либо с целью, что вы будете выполнять вот какую-то одну свою узкую функцию. Вообще еще в связи с работой вы тоже можете войти в какой-то круг специалистов, либо круг людей, которые занимаются какой-то определенной работой. Но также, поскольку вот этот символ затмения еще и замкнутый круг, когда мы все делаем по кругу, у вас может быть в том числе возвращение на какую-то предыдущую работу, либо попытки попасть на какую-то работу. Например, вы можете ходить несколько раз на одно и то же собеседование для того, чтобы доказать, что я вот на эту работу хочу, претендую, у меня должно получиться. То есть, возможно, вам придется обить несколько порогов для того, чтобы попасть куда-то. Но не только на работу, да, например, вы не с первого раза, если вы, например, мужчина, делаете предложение, получаете отказ в браке, и вам нужно несколько раз вот этот вот круг пройти и наконец-то добиться того, что вы хотите. То есть даже можно сказать, что вам рекомендуется, если вы где-то застряли и ходите по кругу, проявлять свою настойчивость. Рано или поздно вы из этого замкнутого круга выйдете, или рано или поздно вы станете своим в каком-то кругу, потому что сатапхиша еще и про то, чтобы стать своим в каком-то кругу и избавиться от какой-то проблемы. И в данном случае это проблема, связанная допустим, с работой, да, то, что вам мешает, разобраться, научиться исправлять что-то. Близнецы, у вас затмение в 9 доме гороскопа. 9 дом гороскопа — это дом гороскопа, отвечающий же за наше мировоззрение, за органы власти, за высшие учебные заведения, за зарубежные организации, за отца, учителя, руководителя, за какую-то жизненную философию. Поэтому затмение в 9 доме гороскопа может давать такие события, как поступление в институт, решение каких-то важных вопросов в государственных органах власти. Тоже может быть такое, что вы в каких-то вопросах, связанных с государственными органами власти, как будто вы можете ходить по кругу. Либо вы можете настолько разобраться в каком-то бюрократическом процессе, что станете в этой области специалистом и будете помогать другим в этой области разбираться, да? Либо вам нужно будет исправить какую-то ошибку в системе, исправить какую-то ошибку, связанную с процессами в государственных органах власти, либо исправить какую-то ошибку, связанную с поступлением в институт, либо исправить какую-то ошибку, связанную с
вашими путешествиями, например. Также затмение в девятом доме гороскопа для некоторых близнецов может означать эмиграцию, как минимум, может быть, даже желание просто переехать, ну, либо зарубежные поездки, зарубежные путешествия. Затмение в девятом доме гороскопа может давать перемены в жизни отца, перемены в отношениях с отцом, перемены во власти. Это может быть смена руководителя, это может быть появление учителя, это может быть новый руководитель, новый учитель, новые знания, и не обязательно в институте учиться, а просто захотели чему-то научиться. Девятый дом гороскопа тесно связан с нашим мировоззрением, с нашей религиозностью, с нашими убеждениями, поэтому затмение в девятом доме гороскопа может менять наши убеждения, наши религиозное мировоззрение, то есть кто-то может и религию поменять на таком затмении, но может просто происходить, знаете, такое расширение мировоззрения. Если у вас какие-то закостенелые, допустим, взгляды, если вы в каких-то своих принципах очень устойчивы, твердо стоите на своем, могут происходить такие события в жизни, когда ваши принципы ломаются, и вы понимаете, что, возможно, вы где-то рассуждали незрело, возможно, вы где-то рассуждали нездраво, и ваши жизненные принципы начинают меняться под воздействием этого затмения. Девятый дом гороскопа — это еще и дом удачи. Затмение в девятом доме гороскопа может давать какую-то в каких-то вопросах момент удачи, момент, что вам где-то повезло, где-то вы случайно оказались, и что-то случилось такое, что вы сорвали джекпот. Да? Это я не про финансы в первую очередь и не про лотерею, я говорю про какой-то счастливый случай в вашей жизни, который может произойти. Раки. У вас затмение будет происходить в вашем восьмом доме гороскопа, который отвечает за неожиданности, за кризисы, за чужие деньги, за стресс, за славу, за внимание других людей, за энергию, за помощь других людей в том числе. Поэтому кто-то из раков может стать знаменитым, например, стать заметным, получить какую-то помощь. Вообще могут другие люди вам помогать, могут другие люди способствовать вашему продвижению, помогать вам своими ресурсами, временем, энергией, силами, советами и так далее. Но также затмение в восьмом доме гороскопа для некоторых раков может означать события, связанные с наследством, с налогами, то есть, возможно, нужно решать вопросы налогов, вопросы наследства, вопросы страховок, вопросы чужих денег, выплат каких-то денег, которые вы не заработали, но они вам по каким-то вопросам полагаются. Восьмой дом гороскопа — это что-то тайное, неожиданное. Может проявиться интерес к тайному и неожиданному, незапланированному. То есть вы можете, например, увлечься астрологией, пойти учиться астрологии, либо увлечься нумерологией, таро, психологией, какими-то тайными науками, знаниями. Но и, в принципе, интерес к тому, чтобы где-то хитрить, манипулировать, что-то скрывать, может быть. То есть в вашей жизни могут появиться какие-то тайны по затмению в восьмом доме гороскопа. Также восьмой дом гороскопа связан с тем, что скрыто, и во время затмения могут выходить наружу какие-то обстоятельства, которые были скрыты, и разрешаться вопросы, которые очень давно не решались. Но здесь же еще есть вероятность по этому затмению переездов и перемен в месте жительства и транспорте, и тому, что вы можете вообще, в принципе, тоже в какое-то закрытое, там совсем тайное сообщество проникнуть, но скорее как шпион, знаете, как такой человек, который действует инкогнито, то есть какие-то тайные истории совершенно. Но восьмой дом гороскопа — это еще и дом стрессов, когда в нашей жизни происходит много событий, когда нам нужно много действовать. И по такому затмению может быть такое, что вы просто очень сильно загружены, напряжены, много работы, допустим, или много дел, которые вам нужно переделать. Поэтому затмение в восьмом доме гороскопа, оно может вызывать период просто повышенной нагрузки на вашу жизнь. По затмению в восьмом доме гороскопа не рекомендуется заниматься травмоопасными видами деятельности,
экстремальными видами спорта, вступать в конфликты, потому что 8-й дом — это еще и дом кризисов, то есть избегать любых противоправных действий, противостояния любого с другими людьми. Львы. У вас затмение происходит в 7-м доме гороскопа, в доме партнерства, брака, личной жизни, команды, отношений с другими людьми. В принципе, затмение в 7-м доме гороскопа может расширять круг общения. И здесь точно так же очень актуальна вот эта вот символика круга какого-то закрытого сообщества, потому что у вас тоже может быть создание какого-то закрытого сообщества, вхождение в какое-то закрытое сообщество, какое-то закрытое либо тайное партнерство, какие-то путешествия могут быть через океан или к морю куда-то по затмению в течение полугода. Также затмение в 7-м доме гороскопа может означать перемены в браке и личной жизни. Если вы не в отношениях, то в ближайшие полгода вы можете встретить человека, с которым у вас завяжутся серьезные отношения. Если вы в отношениях, то в ближайшие полгода могут происходить события, связанные с тем, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень. Раху — это иллюзия. Затмение в 7-м доме гороскопа может создавать сильные желания, связанные с отношениями, но эти желания могут быть иллюзорными, либо вести к вашему заблуждению относительно других людей. Лунное затмение в 7-м доме гороскопа может означать то, что мы эмоционально очень сильно будем вовлечены в тему партнерства, и могут возникать вопросы распределения ролей в партнерстве. Кто важнее, кто главнее, чьи желания важнее, чьи желания главнее. И здесь очень важно достичь какого-то соглашения на равноценное партнерство для того, чтобы соблюсти баланс, потому что если баланс не будет соблюден, то, конечно, это партнерство может развалиться. Кроме этого, 7-й дом — это дом бизнес-партнерства в том числе, и лунное затмение в 7-м доме может указывать на появление в вашей жизни людей, с которыми вы захотите создать бизнес, на появление в вашей жизни каких-то помощников, сообщников, на появление в вашей жизни большого количества, допустим, клиентов, либо на расширение коллектива рабочего в том числе. Но в целом затмение в 7-м доме гороскопа — это в первую очередь про взаимоотношения с другими людьми, про налаживание контактов, про наведение порядка, возможно, в этой сфере, и про то, что могут происходить какие-то судьбоносные знакомства. Девы, у вас затмение в 6-м доме гороскопа. 6-й дом — дом труда, рутины, привычек, обязанностей, долгов, кредитов, споров, спорта, лечения. Затмение в 6-м доме гороскопа для некоторых дев, конечно, может означать хождение по 100 врачам непосредственно, потому что 6-й дом связан с лечением, и символика затмения у нас — это 100 врачей. Но это не значит, что вы заболеете, да? Может быть, вы давно не ходили к врачу. Я бы даже рекомендовала запланировать какой-то чекап организма, медицинский осмотр, медицинское обследование, проверить все от и до, потому что здесь, в 6-м доме гороскопа, как раз-таки и происходит такая история прохождения медицинских осмотров, обследований, выявления каких-то слабых мест. Также затмение в 6-м доме гороскопа может непосредственно указывать на то, что вы можете стать каким-то специалистом, узким специалистом в какой-то конкретной сфере. Затмение в 6-м доме гороскопа хорошо для того, чтобы избавляться от вредных привычек, наводить порядок, меняется может режим и распорядок вашего дня. Могут меняться какие-то привычки, могут меняться какие-то обязанности в вашей жизни. То есть на вас могут навешиваться какие-то обязанности, либо вы будете пытаться избавиться от каких-то обязанностей. Повторяюсь снова и снова, затмение в 6-м доме гороскопа требует того, чтобы ваши ценности были
у вас ваши ценности, то, что вы делаете, ваши планы, то, что вы вынашиваете, были в строжайшей тайне и в строжайшем секрете до тех пор, пока вы полностью это не реализуете, ну, насколько это возможно, потому что затмение в шестом доме гороскопа может приводить к тому, что у вас могут что-то воровать, у вас могут что-то забирать. Но поскольку еще Сатабхиша связано с тем, что какие-то люди могут вам открываться, которые против вас что-то замышляли, то эти люди могут не осуществить свои планы, а прийти к вам и рассказать вам открыто о том, что они против вас что-то замышляли, и предложить вам свою помощь, стать вашими единомышленниками, стать вашими союзниками и так далее. Кроме этого, шестой дом гороскопа связан с долгами, с кредитами. Кто-то может брать кредиты, кто-то может разбираться с долговыми обязательствами, закрывать какие-то вопросы, наводить порядок в своем режиме жизненном. Это и на спорт тоже, на физическую активность затмений, на то, чтобы заниматься своим здоровьем. Кроме этого, шестой дом гороскопа — это еще и дом служения. И может быть такое, что вам нужно будет кому-то помогать безвозмездно, либо войти в какое-то сообщество, либо куда-то войти, чтобы послужить, помочь кому-то. Шестой дом — это еще и домашние питомцы, поэтому к здоровью питомцев будьте аккуратны, но, возможно, у кого-то из дев и появятся новые питомцы по этому затмению. И поиск работы. Что немаловажно, может быть поиск работы, перемены в работе, особенно если вы на службе, особенно если вы где-то в госорганах, в госструктурах работаете. Если, кстати, вы мужчина, то, возможно, даже армия по такому затмению, то есть прохождение какой-то службы не исключено. И даже если не мужчина, но у вас есть какие-то обязанности, то прохождение госслужбы, чего-то добровольного тоже может быть. Весы. У вас затмение в пятом доме гороскопа, доме детей, учебы, проектов, романов, влюбленностей, подарков. Пятый дом гороскопа — это затмение в пятом доме гороскопа некоторым весам может давать зачатие, рождение ребенка, некоторым весам может давать поступление на учебу, рождение проектов. Это может быть и написание книги, и написание песни, это может быть открытие магазина, если у вас есть бизнес, это может быть создание какого-то проекта глобального, масштабного, то есть то, что вы вынашивали, либо вы еще там в ближайшие полгода будете вынашивать что-то. Пятый дом — это дом, где мы на сцене над группой, поэтому кто-то может из весов где-то выступить, побыть в роли какого-то ведущего, в роли организатора, что-то организовать. Кроме этого, пятый дом — это дом нашей ментальности, нашей не психической, а в какой-то степени нашей нервной системы. То есть это дом гороскопа, который отвечает не только за умственную нагрузку на нас, но это еще и дом гороскопа, который отвечает за те впечатления, которые мы получаем в этой жизни. То есть поехали на концерт любимой группы, получили огромное колоссальное впечатление. Это затмение в пятом доме гороскопа. Произошли какие-то из ряда вон выходящие события в вашей жизни, и вы об этом все время думаете, вы со всеми на эту тему разговариваете, общаетесь, у вас появляется бессонница, либо у вас появляется какой-то подъем сил, вдохновение. Это тоже затмение в пятом доме гороскопа. Также пятый дом гороскопа — это дом гороскопа, который связан с романтикой, романами и влюбленностями. Поэтому не исключена влюбленность, не исключено какое-то вдохновение. И пятый дом гороскопа — это дом подарков, дом хорошей кармы вообще из прошлой жизни, поэтому какие-то невероятные события могут происходить, может прийти в вашу жизнь что-то, что вы не рассчитывали, не ожидали, тоже какой-то счастливый случай, тоже какой-то подарок судьбы, какая-то защита, какая-то протекция, какой-то что-то, что вы можете расценивать как подарок, что-то, что вы можете расценивать как благословение, что-то, что вы можете расценивать как что-то невероятное, что пришло в вашу жизнь. Единственное, что мое предупреждение: пятый дом гороскопа может пробуждать наше эго,
Когда происходит затмение в пятом доме гороскопа, может пробуждаться наше эго, наша самоценность, наша уникальность. Да, конечно, мы можем заниматься творчеством, мы можем проявлять свои таланты, но некоторые люди могут сознательно идти на преступления, когда затмение происходит в пятом доме гороскопа, потому что затмевается разум, могут сознательно идти на какие-то глупые поступки. Будьте бдительны, фильтруйте свои мысли, фильтруйте свои желания, так как они не всегда могут быть экологичными, не всегда могут быть честными. Это значит, что может в вас проснуться такое желание сделать свою жизнь лучше любой ценой. Желание, возможно, где-то даже жить такой показной жизнью, да, пыль в глаза пускать, кому-то что-то доказывать, либо вот демонстрировать, что вот у меня так классно. Но в целом затмение в пятом доме гороскопа может принести события, которые будут очень сильно менять уровень вашего жизненного комфорта. Скорпионы, у вас затмение происходит в четвертом доме гороскопа, доме, который отвечает за недвижимость, за транспорт, за маму, за отношения с мамой, за место нашего жительства, за внутреннее ощущение счастья, за наше психологическое состояние. Поэтому для скорпионов это затмение может приносить такие события, как смена места жительства, покупка-продажа квартиры, покупка-продажа машины, перемены в отношениях с мамой, встреча с мамой, перемены какие-то в жизни мамы, но также перемены в отношениях с родиной, желание, например, вернуться домой, если вы не дома живете, либо желание уехать, если вы живете на родине. И четвертый дом– это дом внутреннего ощущения счастья, поэтому желание разобраться в себе, какая-то психологическая нагрузка. Я знаю, что некоторые скорпионы за последние 1,5 года сознательно пошли в работу с психологом. Тема психологии, в принципе, может вас очень сильно увлекать. И если вы еще не увлеклись, то в ближайшие полгода она вас может так очень сильно увлечь. Тема внутреннего ощущения счастья. И поскольку у нас символика затмения– это 100 врачей, в доме внутреннего ощущения счастья, это символика 100 врачей, может проигрываться так, что вы настолько в это погрузитесь, что захотите сами пойти, допустим, учиться на психолога, сами заниматься этой темой. Либо вы, например, занимались машиной, 100 раз ее ремонтировали и решили пойти научиться ремонтировать машины, да, либо вы 100 раз ходили по кругу и разбирались, как оформить ипотеку, например, либо как купить недвижимость, и решили, что вы уже такой зрелый специалист и пойдете учиться там на риэлтора, да, будете помогать другим людям с тем, чтобы покупать, продавать квартиры. Также вот эта вот символика 100 врачей может означать, что вы можете войти в какое-то закрытое сообщество, связанное с психологией, например, да, с тем, что вы будете разбираться в теме внутреннего ощущения счастья, в теме психологической безопасности. Тема безопасности тоже будет очень важна. Тема безопасности и ощущения домашнего комфорта, уюта, желание создать вокруг себя, возвести какие-то стены, возможно, желание себя оберечь, либо кого-то оберечь. То есть какая-то материнская энергия по такому затмению тоже может вас просыпаться, потому что здесь у нас заключена материнская энергия, которая дает нам желание о ком-то заботиться, либо о себе позаботиться, тоже выстроить какой-то свой мир, выстроить вокруг себя какие-то границы, стены. Тема манипуляции, тема защиты личных границ тоже будет подниматься. Стрельцы. У вас затмение в 3-м доме гороскопа, в доме документов, друзей, братьев и сестер, коротких поездок, поэтому это затмение может очень сильно, то есть если у вас еще за последние 1,5 года не расширился значимо круг общения, то это затмение может очень сильно расширить круг вашего общения, круг людей, с которыми вы взаимодействуете, круг ваших друзей, может очень сильно увеличить количество поездок, которые вам необходимо совершать, либо количество действий, которые вам необходимо совершать. Большое количество бумаги, документов, но
но в какой-то степени и бюрократии, много ездить, много ходить, может быть, там на велосипед сядете, начнете ездить. Также третий дом гороскопа связан с нашими собственными усилиями, поэтому для стрельцов продолжается тема необходимости прилагать много собственных усилий, возможно, какой-то борьбы, конкуренции, появление в вашей жизни новых друзей, у кого-то могут рождаться, появляться братья и сестры. Третий дом гороскопа связан с нашими хобби. И может быть такое, что вы, например, увлечетесь чем-то, займетесь каким-то хобби, пойдете на какие-то курсы. Работа руками не исключена. То есть, если вы ничего не делали руками, то, возможно, будет акцент на работу руками. Третий дом – это еще и дом бизнеса. Поэтому, возможно, кто-то из стрельцов захочет открыть, зарегистрировать бизнес. Это могут быть какие-то истории, когда вы переоформляете бизнес. В третьем доме гороскопа можно сказать еще и наше наименование, поэтому смена имени, смена фамилии, смена того, как вы пишетесь, называетесь, может быть актуальна. И еще затмение в третьем доме гороскопа может приносить такие результаты, как большая публичность, известность в социальных сетях. То есть, может быть, кто-то зарегистрирует, допустим, начнет вести социальные сети, получит какое-то признание. Учиться коммуницировать, учиться налаживать связи может быть актуально. То есть, в принципе, необходимость много взаимодействовать с другими людьми может быть очень важна. Козероги, у вас затмение будет во втором доме гороскопа, доме денег, доме родительской семьи. И затмение во втором доме гороскопа некоторым козерогам может приносить перемены в работе, перемены в источниках доходов. Это не обязательно, что вы уволились с работы, либо поменяли работу, но у вас может, например, появиться подработка. Либо у вас была подработка, вы ее меняете, то есть меняются ваши источники доходов. Может появиться какой-то новый источник дохода. По затмению во втором доме гороскопа может быть такое, что вы разбираетесь с каким-то источником доходов, с каким-то кредитом, рассрочкой, то есть желание закрыть. У кого-то может быть, конечно, желание и взять, потому что затмение во втором доме гороскопа – это желание денег. Желание денег, хочу, не могу, хочу каким-то образом решить финансовые вопросы. Раху во втором доме гороскопа расширяет возможности, расширяет какие-то предложения нам дает. Также второй дом гороскопа – это финансовая грамотность и какие-то могут быть заблуждения по поводу денег. Поэтому придерживайтесь финансовой дисциплины, финансовой грамотности. Проверяйте свои желания больших трат и покупок на истинность. Но может быть такое, что вы и заработаете много денег. Также затмение во втором доме гороскопа – это перемены в родительской семье, в отношениях с родительской семьей. То есть это может быть, например, давно не виделись, встретились, либо уехали куда-то далеко от родителей, либо наоборот переехали поближе к родителям жить. Может появиться какая-то вторая семья, чужая семья, либо изменения в той семье, в которой вы есть на сегодняшний день, новая семья может быть. И второй дом связан с уровнем нашей энергии, вообще со всеми ресурсами, которыми мы обладаем. Поэтому может быть такое, что мы захотим восстановить свою энергию, восстановиться в какой-то степени, захотим изменить что-то, что отнимает у нас много времени, сил, распределить свои силы и время. Практика иностранных языков. Говорить на иностранном языке, начало обучения какого-то иностранного языка, может быть, вообще, в принципе, работа над речью, над словом, над говорением. И перемены в питании. В питании, в том, что мы едим, как мы едим, возможно, необходимость какой-то дисциплины в этом вопросе, возможно, какая-то диета, либо переход на какой-то тип питания. То есть эти вопросы вас будут триггерить, интересовать. Возможно, вы захотите разобраться в какой-то теме, связанной с питанием, и станете в этом специалистом, либо разберетесь в какой-то теме, связанной с
финансами, станете в этом специалистом узким, да, либо связанные с иностранными языками, тоже захотите кому-то помогать, служить безвозмездно. Возможно, будете в том числе родителям, например, помогать служить. И какие-то вопросы, которые ходят по кругу, они могут быть связаны, например, там, с изучением иностранного языка, когда вы много раз подходили, подступались к изучению иностранного языка, и наконец-то вы вот уже взялись за какую-то дисциплину, и у вас пошло. То есть выход из этого круга может быть связан с финансами, с питанием, с иностранными языками, с вашим уровнем энергии, когда вы разбираетесь наконец-то, куда уходит ваше время и так далее. Водолеи. У вас затмение в первом доме гороскопа, то есть вы герои этого затмения. Первый дом гороскопа, он отвечает, в принципе, за все наше общее благополучие, за нашу внешность, за наш имидж, статус, репутацию. Поэтому затмение в первом доме гороскопа может приносить перемены в теле, перемены в здоровье, желание заботиться о теле, необходимость заботиться о теле, о физическом, о ментальном здоровье, о том, как мы выглядим, о том, как мы себя подаем. Желание поменять статус, либо перемены в статусе даже просто без нашего желания. Статус разный, да, вышли замуж, развелись, родился ребенок, вышли на пенсию, получили вид на жительство, гражданство, получили какой-то грант, поступили в институт, стали бабушкой, дедушкой. Это все статусы. Поменялась работа, поменялась должность на работе. Это тоже статусы. Также вопросы репутации могут быть важны, поэтому вопросы того, как вы себя подаете, что вы говорите, старайтесь избегать каких-то вещей, которые могут навредить вашей репутации, то есть следите за тем, что вы говорите, как вы себя подаете, потому что это тоже очень важно и может происходить по затмению в первом доме гороскопа. И затмение в первом доме гороскопа может приносить такой результат, что вы можете тоже разобраться в какой-то проблеме, связанной именно со здоровьем. То есть то, что вам, допустим, мешает жить, какая-то хроника, например, разобраться в этом, если вам никто не может помочь, и вы можете стать узким специалистом в этом, очень хорошо разбираться. Но затмение в первом доме гороскопа для водолеев может приносить и перемены в личной жизни. В ближайшие полгода могут происходить какие-то события, связанные со знакомствами, со сменой статуса в личной жизни и так далее. Рыбы. У вас затмение в 12 доме гороскопа, в доме дальних поездок, закрытых организаций, в доме, отвечающем за фантазию, за уход в другую реальность. Поэтому затмение в 12 доме гороскопа одно из самых таких коварных с точки зрения нашего ума. Всегда предупреждаю на такое затмение, у кого в 12 доме гороскопа, не поддаваться на различные сомнительные предложения быстрого обогащения, потому что могут активизироваться мошенники с какими-то предложениями. Также затмение в 12 доме гороскопа может означать какую-то поездку, путешествие. Допустим, путешествие, которого вы давно хотели, о котором вы давно мечтали. Какая-то зарубежная поездка, либо поездка близкая, но тоже такая долгожданная. Посещение закрытых организаций. Это может быть госпитализация, это может быть поездка в санаторий, это может быть поездка в какой-то монастырь, куда-то, где вы можете помолчать, побыть наедине с собой, уединение. Но также затмение в 12 доме гороскопа — это и фантазии, и творчество, и полеты в другие миры, то есть это означает, что может как-то ваша фантазия в этот момент активироваться очень сильно, и вы можете что-то сочинить такое грандиозное, написать, особенно связанное с космосом, с фантастикой. И затмение в 12 доме гороскопа может влиять еще и на работу, перемены в работе могут быть, может влиять на ваш распорядок жизненный, труда, отдыха. И хорошо тоже избавляться от вредных привычек, заниматься ментальным здоровьем в первую очередь.
и очищать свое сознание от каких-то негативных вещей, потому что 12 дом это еще и дом такого подсознания. Где-то у вас может открыться какой-то портал в подсознании, когда вы можете себя там правильно запрограммировать, да, избавиться от каких-то плохих установок, которые мешают вашей жизни. Но по 12 дому гороскопа можно войти в какое-то вообще совсем тайное закрытое сообщество, совсем какое-то там, да, связанное, допустим, с иллюзиями, например, какой-то игровой клуб, где вы там играете. Кто-то может и с игроманией такой тоже столкнуться, то есть вы можете, допустим, там закрытый клуб, закрытое казино попасть, если вы там этим интересуетесь, да, или попасть на закрытый турнир по покеру, например. То есть это вот совсем вот такие закрытые какие-то организации, связанные с играми, связанные с иллюзиями, связанные с творчеством. Допустим, союз писателей тоже какой-то закрытый. Но в целом самое главное, прислушивайтесь к себе, когда вам что-то предлагают, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что у вас может очень хорошо работать подсознание в это время. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами сегодня был обзор результатов лунного затмения 28 августа 2026 года. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.